Sonic, упаси Господь Сегу, Frontiers. Выглядит очень странно, об этом мы сегодня и поговорим. Знаете, навивается уже много игр в открытом мире. Halo Infinite стала игрой в открытом мире с квестами и аванпостами. Elden Ring из обычного Soulsborne стала Soulsborne в открытом мире. Atomic Heart вроде как тоже будет иметь открытый мир. И вот теперь нам показали Соника в открытом мире. И вот, казалось бы, хорошая идея. В последний раз локации, по которым можно было бы погулять в отрыве от линейных уровней, были в Sonic Unleashed. В остальном были лишь миниатюры для перехода из одного уровня в другой. Но вот то, как это реализовано, вызывает некоторые вопросы. И давайте пройдемся по аспектам, показанным в трейлере The Game Awards, а также вчерашнем и сегодняшнем показах геймплея. На момент сценария, разумеется. К чему вопросов у меня нет, так это к открытому миру. Выглядит он красиво. Не с точки зрения текстуры, хотя и тут все неплохо, а именно что с точки зрения дизайна, окружения и стиля. Видимо, будет система погодных условий. Освещение радует глаз, даже старые элементы в лице пружин, ускоряющих дорожек и летательных колец перекрашены под новый стиль. Вот тут действительно вопросов нет. Кажется, что именно дизайнеры и художники действительно работали хорошо. Ну, если не учитывать Томоё Отани. Музыка вообще услада для ушей. Такой красивой музыки я не слышал уже давно. Вот тут действительно респект. Ну а теперь пойдемся по тому, что вызывает вопросы. И начнем мы с этого отрывка. Моделька Соника буквально из форсов, камера на рельсах такая же неубедительная, анимации где-то вообще выбили, а оставшиеся все на таком же странном уровне. На хоминге должна быть какая-то анимация, как было с позами после хоминга в прошлых играх. А, ну да, теперь Соник может как Knuckles сломать две большие металлические коробки кулачком. Далее посмотрим сюда. Прости, Женя, мы даже твои анимации трюков повторить не смогли. Куда делись прежние аниматоры персонажей Sonic Team? Вопрос, видимо, останется без ответа. Далее вот эти вот значки вопроса. Судя по всему, это просто точки интереса. Представлены они в виде различных головоломок, за прохождение которых дают различные фигнюшки. Буст, судя по всему, остался, но, как мне кажется, он будет служить вторым уровнем ускорения, как было в Lost World, когда Соник быстро бегал не автоматически, а по удержанию определенной кнопки. Также Соник может в карабканье, и ему вернули бег по стене а-ля Lost World. Честно, я не шарю за Зельду. Не играл, не смотрел. Единственное, что я знаю, это то, что любимый саундтрек из этой франшизы у фанатов банят Nintendo за авторские права. Хоть Sonic Team и брала, насколько я знаю, вдохновение уже оттуда, карабканье выглядит странно. Будто ставители анимации либо с Зельды, либо с Геншина. За что он там конкретно цепляется? Аниматор паркура ассасинов, подскажите-ка. И да, Сонику хоть и в ограниченных местах, но выдали уже вторую способность Наклза. Чек. Прибавили только вертикальным бегом по стене, выглядящим очень странно, но хотя бы ботинки подсвечиваются, что хоть какое-то отличие от обычного бега. Наконец показали так называемый прием Spin Cycle. Проводишь круг вокруг врага, и он подлетает, после чего бей. Выглядит странновато, но по крайней мере неплохо. Касательно остальной боевой системы, показали лишь атаку а-ля стрелка из Geometry Dash. И 2-3 удара. И да, Соник не бил противника кулаком аж со времен Sonic Battle, а ногой со времен Lost World. Ну а техническое состояние передает привет последней батле, ибо куча объектов появляется прямо на ходу и вблизи. И так все ролики. То тень появится, то враги, то деревья, то трава. И это уже говорит о том, что не стоит думать о хорошей оптимизации на релизе. За полгода Sonic Team хорошую оптимизацию вряд ли предоставит. Боюсь представить, какие баги могут ждать на релизе под конец года. Самое странное, что Sonic в принципе молчит. Только один звук на 4.40 издал и все. По итогу у нас выходит очень странная игра. У нее есть неоспоримые хорошие стороны, но благодаря некоторым нюансам выглядит игра либо как DLC, либо как неплохой мод к фросам. Исправить анимацию и сделать камеру более динамичной, а не почти что стоячей, и будет уже лучше. По крайней мере, на смену модельки с фросов надеется очередной бред.
Вроде как весь IGN First, который будет длиться явно не один день, посвящен фронтирам, плюс еще не все показали. А потому, либо с приходом новой информации я выпущу еще один видос, либо информации будет не хватать на ролик, от чего я просто делаю с новостью в Discord общаге. Ссылка на него в описании, подписывайтесь. Ну а с вами был Артёр Жака, спасибо за просмотр и до новых встреч.